Доброе утро из Стамбула. Из этой красоты, как в сказке «Тысяча и одна ночь». Мой первый раз в Стамбуле. Город, где оживают сказки. Просыпаешься, а здесь такая красотища. Посмотрите, какие пики. Этот город встретил меня рассветами, наполненными магией. Утром я выходила на террасу своего отеля еще до того, как солнце касалось горизонта. В дымке пробуждающегося дня виднелись изящные минареты, а в небе кружили чайки. Город только просыпался, а я представляла, как вот-вот появится мой Аладдин и на ковре, самолете унесет меня над Босфором, чтобы показать все величие и магию этого города. История Стамбула завораживает не меньше. Основанный в 660 году до нашей эры, как Византий, он стал столицей Восточной Римской, а затем Византийской империи под именем Константинополь. С момента его захвата османами в 1453 году он превратился в Стамбул, сердце Османской империи. Этот город стал домом для многих великих правителей и историй, среди которых эпоха Сулеймана Великолепного, и она занимает особое место. Дворец Топкапы, Побывав здесь, я не могла не вспомнить сериал «Великолепный век», рассказывающий о жизни Сулеймана и его великой любви к Роксолане. Я посетила мечеть Сулеймание. Это величественное место, где покоятся их останки. Я остановилась, почтила, отдала дань их жизням, их великой любви. Меня тронула эта история. Она очень красивая и глубокая. Также увидела дервишей, как они кружатся в их танце, в их ритуальном божественном танце. Насладилась музыкой суфиев, этой магией, этой историей. У меня появилось такое чувство, что я как будто бы доросла до этого осознавания. Я не знаю, как передать, но для меня это было очень-очень глубоко. Стамбул — это город, который пропитан духом времени. Также мы посетили Айя-Софию. Айя-София – одно из самых известных зданий в мире, символ многовековой истории Стамбула. Она очень древняя, была построена в 537 году нашей эры во времена правления византийского императора. На тот момент это была крупнейшая церковь в мире и символ могущества Византии. После захвата Константинополя Айя-София превратилась в мечеть. Были добавлены минареты, мозаики с христианскими сюжетами, частично скрыты, а пространство наполнилось исламской символикой. В таком виде она оставалась вплоть до 1935 года. Но затем, по указу Мустафы Кемаля, была преобразована в музей, чтобы подчеркнуть уникальное наследие и объединение культур. Однако с 2022 года она снова стала мечетью, что вызвало много споров, но также напомнило миру о ее богатой и сложной истории.
Сегодня Айя София не просто памятник архитектуры, это живое воплощение тысячелетней эволюции Стамбула, где переплетаются христианские и исламские традиции. Гранд-базар. Да, конечно, везде очереди огромные, но их можно обойти, если немного переплатить. Это и есть Стамбул, город искусно сочетающий гостеприимство с предпринимательством, но всегда с улыбкой и радушием. Особенно незабываемым стал круиз по Босфору на закате. Огни города, отражающиеся в воде, создавали атмосферу романтики, покоя, гармонии. Это был один из самых красивых закатов в моей жизни. Когда солнце садится за пики минаретов, под шум чаек, под шум толпы. А турецкая кухня, боже, это отдельная история. Как они ухаживают за своими клиентами, как они готовы сделать все, чтобы мы были рады. Мы наслаждались ароматным кофе, чаем турецким, сладостями, которые невозможно забыть и которые невозможно не есть. Стамбул – это место, где переплетаются история, культура, аромат специй и шум рынков. Это город-сказка, в котором хочется утопать и утопать.